Соберем NAS сервер, и это будет маленький NAS сервер, очень энергоэффективный и очень мощный. И это будет NAS сервер на ZimaOS, да, вот есть такая классная операционная система, она очень низкотребовательна к ресурсам и по сути может все, что может, например, Synology операционная система. И тут некоторые могут спросить, а есть же Xpinology, и да, не Хреnology, а Xpinology. Почему-то русские очень сильно любят Experience Synology, Synology Experience, говорить Хреnology. Ну все уж они любят извратить. Но зачем нам выдумывать, если мы можем взять минимальную плату, про которую мы можем поговорить попозже. Мы с вами возьмем самую простую на Intel N100 со встроенным процессором распаянным и просто-напросто соберем вот такую вот красавца, в котором будут и телеграм-боты, и мультимедиа, и торрент-качалки, и все что угодно. Поэтому запасайтесь печеньками, берете что-то такой черный теплый чаек или что-то погорячее или покрепче и смотрим сегодняшний обзор. Подписываемся, нажимаем колокольчик и собираем NAS в домашних условиях. Поехали. Для сборки нашего NAS сервера я выбрал такой старенький офисный компьютер на вот такой вот платформе. Это Asus Prime N100 IDD4. Здесь у нас Intel N100. Сразу говорю, классно подходит для NAS сервера на ZimaOS. Здесь эта плата очень хороша тем, что здесь есть поддержка NVMe сразу. У нас есть PCI-Express X1, PCI-Express 3 X1. Можно, в принципе, с помощью таких плат, они бывают на 2, на 1, на 4, NVMe дисков еще расширить. То есть у нас будет здесь, грубо говоря, много портов, да, то есть именно много портов для NVMe дисков, либо можно здесь SATA контроллер поставить и жесткие диски напихать. То есть можно масштабировать NAS сервер. Ну и плюс есть аппаратное энкодирование. Это мы все сейчас достанем. Работала, ну я нашел этот старый ПК офисный на OLX у нас. Он работал на, это у нас скольки, 4 гиговая? Да, это 4. Он работал на 4 гигах. В принципе, для ZimaOS нормально было бы, но я решил 16 гигов сразу ставить для того, чтобы масштабировать своих ботов именно на 16-гиговой версии. Также мы купили вот такой вот, нашли бэушный, это мини-ITX корпус с блоком питания. Само собой, никто такой блок питания гонять не будет. Здесь у нас 120-ваттный обслуженный блок питания. Он там такой красивенький. В принципе, он подойдет сюда прям вот пин-ту-пин. Короче, мы просто установим ее, и будет у нас вот такой вот маленький корпус. Так как я не собираюсь масштабировать SATA диски, а чисто буду держать для ботов и для фильмов, я не буду там хранить ничего важного, то мне не надо будет масштабировать диски. Либо делать внешние, скажем так, диски уже отдельно. Ну, давайте буду собирать для того, чтобы уже потом все это сделать. Первое включение прошло отлично. Как вы заметили, я не подключил HDD LED и SV LED, да, вот, которые именно индикация. Объясню почему. Потому что он будет стоять у меня в доме, в квартире. И я не люблю, когда ночью что-то сильно моргает. То есть я подключил всего лишь Power, SV Power, да, то есть кнопку включения Power, и все, мне достаточно. Но это же все-таки NAS сервер, и он должен восстанавливать свою работоспособность после того, как включается. Именно если выключили свет и включили. Обычно в биосах есть такая штука, которая называется APM-конфигурация. То есть, ну, я показываю на этом биосе, а вы там уже смотрите у себя. И в APM-конфигурации есть такое, называется Restore AC Power Loss. Обычно его нужно ставить on, если вы хотите, чтобы при подаче питания он включался обратно. Для меня это критически важно, потому что у меня работают мои боты, и это очень важно. То есть я вот это вот для себя оставляю такой момент обязательно.
Поэтому именно вот на этом хотел обратить внимание. Все остальное можете настраивать под свою материнку. Обычно тут ничего такого интересного. Оно нашло у нас наш M2 X16 SSD, который я уже установил. Ну, второй еще не инициализирован 2-терабайтный. Что нам понадобится дальше? Дальше нам понадобится флешка для установки ZimaOS. Делается все очень и очень быстро и просто. Для этого идем в Google и вбиваем ZimaOS Download. Можно, да, вот ZimaOS Download. Download ZimaOS. Все, просто нажимаем на кнопку Download ZimaOS, и она у нас качается под x86, x64, x86 64 бит. Есть клиенты здесь, которые нам необходимы. Ну, то есть я могу подключаться через клиент десктопный, да, то есть на десктопе могу подключаться через мобильный клиент. У меня они уже установлены, вы их здесь можете загрузить. Говорю сразу, что для разблокировки всех штук вам придется, конечно же, купить эту ZimaOS, ну или решайте сами. Я не даю таких инструкций в YouTube. Смотрите, здесь есть еще Zima Notes for Chrome. Это Chrome Extends, Chrome расширение для доступа к ZimaOS системе. Кстати, я ее сразу установлю. Смотрите, добавить в Chrome, установить, добавить расширение. И вот, пожалуйста, у нас расширение ZimaOS. Дальше уже будем разбираться, как с ним работать, но наша задача сейчас установить. И нам понадобится еще вот здесь вот Install Guide. Для того, чтобы установить, здесь есть полная инструкция, как его установить. Сделается все очень просто. Нажимаете Balena Itcher, выбираете инсталлер, под какую операционную систему вам нужно его установить. Есть такое специальное приложение. Оно у нас загрузилось. Открываем его. Просто-напросто берем нашу флешку. Вставляем ее в USB ваш. Выбираем файл, который мы загрузили, ZimaOS. Вот он, пожалуйста, ZimaOS. Выбираем нашу флешку и нажимаем флеш. Все, после этого оно установлено. Давайте я вам сразу скажу. Установка ZimaOS, она настолько простая, что вам не нужно заморачиваться, особо что-то либо делать. Смотрите, здесь есть весь Install Guide. Вы просто потом перезагружаетесь из USB на вашем этом сервере. Конечно, вам понадобится клавиатура. Нажали одну кнопку Install ZimaOS, подтвердили диск, и все, и она инсталлирована. Все, это вся установка. Я не буду тратить время и показывать бесполезные какие-то шаги. Если вы в этом вообще ничего не разбираетесь, то лучше вообще в эту тему не лезть. Так что после установки давайте уже потом сейчас переходим и посмотрим, что же мы там с вами наустанавливали. И что я устанавливаю себе конкретно в ZimaOS отдельно. Ну и в сухом остатке мы получили с вами ZimaOS сервер. Да, прошло пару дней, его настраивал дома. И расскажу, что я планирую на него еще перенести. Ну, во-первых, у меня стоит здесь приложение. Он стоит уже дома. Видите, как мы видим, подключено через Remote. Это сейчас подключено через удаленное, скажем так, панель управления. И вот у меня вот сколько сейчас всего установлено. Смотрите. Также через Zima вот это вот приложение мне не нужно морочиться, как прокидывать диски для быстрого доступа. На удаленном диске я просто-напросто, вот смотрите, я просто открываю, у меня подключен диск как Samba диск, как обыкновенный диск моей Винде удаленной на этот, и без всяких пробросов портов, без ничего. Он подключается через внутреннее приложение ZimaOS. Вот оно, пожалуйста. Также я могу подключить и второй диск, то есть если я зайду, у меня там 2 диска на текущий момент. Вот, видите, SDA 2 я могу подключить через Quick Access и второй диск. Для меня это базовая конфигурация, и мне не важно, как это будет все. Вот он, мне эти надо подключать, вот он, второй подключен, вот он. Здесь у меня медиа хранится, вы поняли. Не буду рассказывать, какая медиа конкретно, потому что YouTube иногда очень сильно беснуется. Ну и мало того, у вас есть мобильный клиент вашей ZimaOS в вашем смартфоне, где вы можете просто-напросто это все делать без каких-либо проблем. Сейчас я вам покажу, чтобы вы видели. Сейчас Zima клиент. Вот, пожалуйста, мой Zima клиент, он сейчас подключается. Используйте. Очень классная тема. Но что же я установил на саму ZimaOS? Ну, во-первых, в ZimaOS настройки очень простые. Она поддерживает и RAID, и GBOD. То есть RAID 0.1.5 поддерживает. Я даже не подключал ZimaOS Plus, потому что, по сути, для того, чтобы получить... Ну, ZimaOS Plus что нам даст? Это больше 3 пользователей и больше 4 дисков. То есть на текущий момент у меня всего лишь
лишь один использован диск внешний, то есть внутренний не считается как диск, чтобы вы понимали. Вот мой девайс Info на Intel N100, 4 ядра, 4 потока по 2,9 и 1 RAM 16 гигабайт Total, 3200 МГц, DDR4. То есть и GPU Intel Alder Lake N UHD Graphics, которая поддерживает транскодирование на лету. О чем идет речь, сейчас тоже расскажу. Сеть сконфигурирована у меня на 1 гигабите сидит, позволен удаленный доступ через Zima клиент. Кстати, его можно отключить, можно порты конфигурировать, можно выбрать, ну, если подключен второй порт, как основным. Теперь у нас здесь данные приложения, образ приложений, база данных пользователей и все. И мы можем еще и с вами очищать кэши различных приложений, то есть, которые обычно мы используем. Но есть App Store. Если вы устанавливаете Zima из, допустим, отдельных каких-то источников, то есть просто установили, у вас будет App Store на 400 с чем-то приложений. У меня сейчас 847. Я установил еще много репозиторий. Здесь вы можете прям добавлять репозитории в режиме реального времени. Так как Zima OS это преемник Casa OS, то репозиторий от Casa OS подходит. Смотрите, вот, например, я взял репозиторий, добавил его, смотрите, добавить. И все, ну он уже у меня существует. То есть таких репозиториев я добавил еще 8 и расширился до 847 приложений. У меня установлена медиатека Jellyfin, отличная штука, про которую я уже снимал видео. У меня установлен, ну, Home Assistant я только буду развивать. Это универсальная штука с видеонаблюдением, со всеми автоматизациями. Это, ну, если кто не знает, что такое домашняя автоматизация через сервера, через Home Assistant, советую изучить Google. У меня установлен Transmission. На текущий момент давайте я так буду показывать. Transmission, Portainer. Объясню. Вообще я сервер использую для своих ботов. Видите, Technozone бот, Technozone Ali бот, YouTube Review бот и Matrix Store, ну, Matrix Store Serve. Вы понимаете, что это такое, для чего. Также у меня установлен Jellyfin, где у меня есть моя медиатека с фильмами. Пожалуйста, можем зайти, это просмотреть видео из любой точки мира, по сути. Вот, пожалуйста, фильм у меня идет, но это еще не основное. То есть, почему Intel N100 я для себя выбирал как дешевую альтернативу? То есть, если я пойду в панель управления, и у меня здесь есть в разделе перекодирования, то есть, я могу делать, видите, у меня аппаратное ускорение, Intel QX-Sync, и у меня... Видите, декодирование, включены кодеки, которые будут идти через декодирование. И есть у меня перекодирование в какие форматы? В 265, потому что я смотрю еще на планшете, который не поддерживает AV1 кодек. Но можно кодировать и в AV1, если будет поддерживать ваш процессор. То есть вы можете на лету на слабое устройство, на слабый битрейт перекодировать видео просто-напросто в режиме реального времени. Классная тема, абсолютно суперовая. Вы сюда можете установить, абсолютно, у меня здесь еще Transmission установлен, допустим. Но вот скажу, что вот это не буду показывать, это вы сами там уже на свой страх и риск ставите, юридическая ответственность абсолютно на вас. Есть фрегат NVR, я его еще не настраивал, говорю сразу, фрегат NVR это open source система видеонаблюдения под IP-камеры, то есть вы сможете докупить обыкновенные IP-камеры и сделать себе видеонаблюдение, тоже классная тема. А вообще все, что можно установить, можно поднять веб-сервер, можно Plex Media сервер, Qubit торренты. Расскажу сразу, если вы, допустим, собираете на очень серьезной какой-то сборке, например, с NVIDIA картой, то вы можете установить Alama GPU, смотрите, Alama NVIDIA GPU, есть Alama на AMD. Вы можете установить Alama, OpenWebUI и поднять здесь свои локальные модели искусственного интеллекта. Например, но это только если у вас есть GPU, потому что на проце, ну, либо какой-нибудь там сумасшедший проц, гига там 100, ну, тридриперы, да, от AMD, на них что-то можно поднять, и то это будет хуже, чем на видеокартах, потому что нет прямого доступа к памяти, распределенная память. Короче, то есть это можно сделать все. Теперь TP-Link команда контроллеры есть. Здесь много чего. WebDAV сервера, давайте зайду обратно в App Store. Смотрите. Вы можете ставить ретро-архи, вы можете ставить, допустим, веб-версии, он будет у вас, эмуляторы старых консолей здесь на нем будут работать. Различные серверы и, конечно же, средства разработки. Средства разработки это основное, для чего даже Plex через NVIDIA GPU здесь поддерживается. Это очень, очень важно. И вот если вы просто возьмете и посмотрите репозитории, просто вбейте в Google репозитории для Casa OS либо Zima OS и посмотрите, чего там есть. Там есть огромное количество серверных приложений, при этом это еще тоже не все.
вы можете через докер установить практически все, что есть в докер-репозиториях. То есть у меня стоит портейнер, смотрите. По сути, ZimaOS это и есть чистый докер, только с вот такой вот графической оболочкой. Смотрите, сколько у меня контейнеров стоит. У меня стоит FreeGate, Jellyfin, Matrix, Portainer. Ну, а Portainer, понятное дело. Ali ChatBot, Technozone, Transmission и Chatner. Это три моих бота. И сюда я буду боты добавлять, потому что Intel N100 мои, ну, я использовал раньше ZimaBoard на Intel N150. Но я решил масштабироваться. Почему? Потому что я буду делать кластеризацию. У меня будет и Zima, будет и этот, и у меня там еще чуть поиграюсь, но об этом, может быть, потом расскажу. У меня здесь будет до 10 ботов. То есть на таком хостинге я могу постить до 10 ботов, нормально оптимизированных на Python, они обычно. Вот, пожалуйста, если я там зайду в Technozone или бот. У меня здесь логи работы моего бота и, короче, ну, дофига всего на самом-то деле. Что могу сказать? На сервер... слушайте, вы же можете здесь поднять свою бесплатную версию, то есть бесплатную версию какого-то своего Google хранилища. Кстати, у меня здесь подключен, сейчас я вам покажу, смотрите. Если я зайду, допустим, в управление файлами, то у меня здесь подключен и мой Google диск со всеми, допустим, папками. И я с ним работаю как с простым диском через свой сервер. Я на него сразу же, на Google диск, могу делать бэкапы. То есть, если я здесь выберу бэкап, у меня, вот видите, у меня здесь 3 задачи по бэкапам. Давайте добавим новый, и вы можете выбрать, вы можете с Google Drive, например, бэкапить сюда. И в обратную сторону. При этом он поддерживает и Dropbox, и OneDrive. То есть, я могу, допустим, из облака, либо из сетевого хранилища, вы можете с Samba сервера с какого-то в сети закидывать либо в это хранилище, либо допустим, в саму ZimaOS, в эту, которая есть, да, на Zima сервер, либо в Google Drive, либо в другой сетевой диск. То есть настолько гибкая штука, что это просто классная тема. Мне очень сильно нравится. То есть на текущий момент у меня, вот, пожалуйста, мои боты, они сохраняются, они бэкапятся постоянно на внешний диск. То есть это очень удобно. То есть если что-то случилось, я взял просто-напросто внешний диск и заделал просто-напросто. Я сейчас добавлю, себе планирую добавить еще бэкап на облако. То есть на самом деле классная тема, можно разворачивать все, что угодно. Советую поизучать вот в Гугле, на что способна ZimaOS, и это одна из самых классных альтернатив. Вот если вы разбираетесь в докере, в портейнере, то здесь вообще даже портейнер не нужен. Вы можете просто-напросто потом эти приложения взять и импортировать в саму ось, в свою, и уже через нее работать напрямую. У вас будет плитка приложения и работать. Ну, по сути, вы здесь знаете как? Смотрите, вы по сути с самим приложением можете работать вот прямо в графическом интерфейсе. То есть вам не нужен никакой стэк, ничего. Вы здесь прям прописываете полностью все порты, папки и все остальное, ну, как в Винде, по сути. Как в настройках Винды. Это очень удобно. Все, ребят, заканчиваю. Классная тема. Советую всем экспериментировать и пишите про свои эксперименты по поводу того, что вы конкретно вот делаете со своими серверами, какие сервера собираете, на каких осях. Очень интересно послушать ваш опыт вот этого всего действия. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.